Добрый день, друзья! Приветствую вас на нашем канале Про и Контра, за и против. Меня зовут Геннадий. Мы в Милпалмерос, Коста-Бланка, Испания. Как я анонсировал в предыдущем видео, ссылка наверху, сегодня я расскажу о новом интересном жилом комплексе, который строится в Милпалмерос. Этот комплекс называется резиденция Лаго ди Кома. И строит его таинственный девелопер, группа Inmobiliario Victoria Playa. С чем связано такое оригинальное название этого комплекса? Озеро Кома, как известно, находится в Италии, а мы в Испании. Интрига. Расскажу об этом позднее. Мы случайно наткнулись на эту стройку, но не случайно решили рассказать о ней. Как я уже вам рассказывал в предыдущих видео, мы поселились на зимовку в одном из этих зеленых домиков. В целом нам домик понравился, апартамент тоже, и нас заинтересовало, кто же построил эти дома. Гуляя по Милпалмерос, мы обнаружили, что домиков, похожих на наш, здесь немало. Все они построены в одном стиле, только имеют разный декор. Мы изучили этот феномен и выяснили следующее. Оказалось, что их построил тот же девелопер, группа Inmobiliario Victoria Playa. Они построили комплекс, состоящий из 8 домов, Complejo Las Artes, комплекс искусств. Все дома были названы в честь великих испанских художников. Мы живем в домике, который называется Веласкес. И построен он летом 2013 года. Соседний называется Дали и построен летом 2014 года. Два соседних с ними называются Миро и Пикассо. Расположенные невдалеке от зеленых, домики с темно-серой отделкой были построены чуть ранее, в 11-12 годах, и получили свои имена в честь Сароя и Гоя. А в 19 году были построены еще два домика на 40 квартир, которые были названы в честь художника Антонио Лопеса. В 2021 году все квартиры были уже распроданы. Последние две с 2 спальнями и 2 санузлами на 2-3 этажах продавались по 329 тысяч евро. Если посчитать с налогом и с гербовым сбором, то это получается по 367 тысяч евро. В 2011 году началось строительство комплексов с названиями итальянских озер на Авениде Италии. С этим связаны их необычные названия. Этот район можно смело назвать «Маленькая Италия» в Милпалмерос. Первый построенный комплекс Компlejo Lugano был завершен в июне 2011 года. Этот комплекс из 2 пятиэтажных зданий, каждая из которых состоит из 34 квартир с видом на море через зеленый сквер, располагает прекрасным садом, теннисным кортом, детской площадкой и бассейном. Напротив был построен комплекс Люцерна. Это комплекс из 3 пятиэтажных зданий, в каждом из которых 36 квартир с 1, 2, 3 спальнями, 1 и 2 ванными комнатами, гостиной, кухней, террасами, площадью от 15 до 45 квадратных метров и с прекрасным видом. Испанцы не сильны в географии. Озеро Люцерна не в Италии, а в Швейцарии. Следующий комплекс построили в 2019 году и назвали Гарда. А сейчас строится резиденция озера Кома, о которой наш рассказ. Итак, на этом участке будут построены 2 шестиэтажных дома, по 17 апартаментов в каждом. Один двухэтажный блок, бунгало, с 10 апартаментами.
2 блока с 7 одноэтажными таунхаусами и 4 отдельно стоящих виллы. Со слов представителя девелопера, архитектура и дизайн домов и вилл будет привлекателен и подобен построенным в комплексе Гарда. У всех апартаментов большие солнечные террасы и улучшенная планировка с 2 полноценными санузлами. Площади апартаментов, не считая террас, от 60 до 93 квадратных метров. Сейчас строится 6-этажный дом. Это первая очередь. На первом и втором этажах будут по 4 квартиры с 2-3 спальнями. На третьем и четвертом этаже по 3 квартиры с 2-3 спальнями. На 5-м этаже 2 большие квартиры с 3 спальнями. И на 6-м этаже 1 большой пентхаус с солярием наверху. На сегодня продано больше половины апартаментов. 9 из 17. Декларируемые цены от 270 тысяч до 550 тысяч за пентхаус. Но это без налоговых сборов. С налогами и сборами цена будет от 300 тысяч до 613. Рядом будут построены 4 отдельные виллы с 3 спальнями, 2 санузлами, большой террасой, парковкой, бассейном. Фундаменты 2 этих вилл уже почти готовы. Они уже продаются по цене 575 тысяч евро без налогов. С налогами и гербовым сбором цена получится 641 тысяча евро. Кроме этого, в завершении будет построена последняя очередь этого комплекса. Это бунгало и таунхаусы. О них пока ничего не известно, продажи еще не начинались. Предполагается, что они будут похожи на бунгало и таунхаусы комплекса Гарда. Чем же интересны апартаменты и виллы в этом комплексе? Позитивные моменты. Первое – это локация, локация, локация. Это, конечно, не первая линия, но до пляжа всего 300 метров. С верхних этажей возможно вид на море. Второе – внешний вид зданий. Современная приятная архитектура. Большие эффектные террасы. Территория с бассейнами, детскими площадками и зеленью. Подземный паркинг. В каждом проекте девелопер любит оставлять особенную деталь. Вот почему все они сияют своими оригинальными холлами, разработанными эксклюзивно художником Николасом де Майя. Третье. Инфраструктура. Девелопер строит не только комплексы и резиденции. Прямо под нашими окнами построен спортивный клуб падл-тенниса. 4 корта, детская площадка, парковка, кафе, бассейны, поле для мини-гольфа и строится теннисный корт. Рядом с комплексом Лугано в мае 2020 года построен торговый центр с 3 ресторанами и 2-й клуб падл-тенниса с 7 кортами. По всему Мил-Палмерас девелопер разбивает парки и скверы. Четвертое. Планировка апартаментов. Она неплоха, но, увы, традиционно испанская. Прихожих нет совсем. Открывая входную дверь, вы сразу попадаете в гостиную. Где испанцы разуваются и снимают верхнюю одежду, мы за 3 года в Испании выяснить так и не смогли. Но есть и плюсы. Все помещения нормальных размеров. Гостиные, спальни и кухни. Нет так любимых в Испании колодцев, куда выходят окна спален и кухонь. Это большой плюс. Традиционно для Испании большие террасы площадью не менее 12 квадратных метров. На 1-м этаже плюс к этому дополнительная терраса и небольшой садик. Четвертое. Дань современным тенденциям. Предустановка для подключения электрической подзарядки на подземной парковке электромобилей. Бойлер на горячую воду с тепловым насосом. USB-зарядные устройства в спальнях.
Нейтральная информация. Отделка и оснащение апартаментов обычные. Предустановка, но без самих кондиционеров. Тривиальные кухни и санузлы. Полы и стены в санузлах кафельные. Гладкая штукатурка, белые стены. Пластиковые окна и балконные двери. Бронированная входная дверь. Электрические наружные жалюзи в гостиной и спальнях. Встроенные шкафы. Кухонная мебель. Недостатки. Недостатки традиционные для Коста-Бланки. В домах нет отопления, теплоизоляции и звукоизоляции. В них очень шумно, холодно зимой и жарко летом. Ну и, конечно, главный недостаток – это цена. Ковид, война и энергетический кризис привели к сильной инфляции и росту цен на все, включая новое строительство. До ковида цены стагнировали, а сейчас растут каждый день. Если вы решили купить недвижимость на Коста-Бланке сейчас, откладывать это не стоит. Заплатите больше. Лично мне понравились их 5-6-этажные дома тем, что они не характерны для Испании, где все дома приклеены друг к другу, тесно, нет пространства и воздуха, дворы, колодцы и так далее. Эти же дома спроектированы по-европейски и выглядят современно. И это отдельно стоящее здание. Практически у всех отличный вид из окон и террас. Они формируют привлекательный фасад Мил Палмерас, за что большой респект девелоперу. В заключение несколько слов о застройщике. К сожалению, информации очень мало. Фирма на самом деле таинственная. Мне удалось выяснить, что строить они начали в 1993 году. Первый комплекс, который они построили, назывался «Виктория Плая», отсюда и название компании. В Мил Палмерас ими построено несколько комплексов. Кроме этого, они строят в Пилар де Арадада, в Сан-Педро-дель-Пинатар и в Дении. Компания достаточно крупных размеров по местным меркам. Ну а директора по рекламе уже давно пора увольнять. На этом все на сегодня. До свидания, друзья. До скорых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, ругайте, хвалите. До новых видео. Пока.